Здравствуйте, уважаемые зрители! Тема сегодняшнего видео: о чем трепятся языки за вашей спиной. Видео актуально в любой момент на момент просмотра видео, как для мужчин, так и для женщин. Мужчины, пожалуйста, переворачивайте информацию на себя. Для начала, по традиции, мы посмотрим ваш портрет, кто пришел на расклад, и если с вами резонирует, то продолжаем смотреть дальше. Если не резонирует, ничего писать не нужно, вы можете посмотреть другие видео на нашем канале или на канале других авторов. Сейчас сосредоточьтесь на себе, думайте только о себе, и мы начинаем. Потеря чего-то. Человек, который потерял или оставил все и ушел. Возможно, вы пережили, может быть, что-то такое, да, именно что вы вообще окончательно оставили и ушли. Могут быть даже ресурсы, финансы. Это могут быть отношения, которые, вот знаете, как чемодан без ручки, не приносили вам какой-то пользы, не приносили вам каких-то чувств, эмоций, может быть, поставили, может, точку. Вы ушли от них. Даже вы можете находиться в отношениях, но вы уже не в тех отношениях, в которых, возможно, вы были в начале, когда вы чувствовали эмоции какие-то. Здесь безэмоциональность может быть отношений. Также здесь показывают вас, не будете вы долго в какой-то рутине копаться. То есть вы тот человек, который стремиться вперед, активный человек. Вы не будете сидеть и что-то там возобновлять. Вы пойдете в новое. Если вас не устраивает, да, вот показывает, что вас что-то не устроило, вы оставили и ушли. Пусть даже и там все оставив. И даже материальное, да, то есть здесь покидание чего-то, вы покидаете, может быть, какие-то территории, может быть, город, может, квартиру, да, жилье, или скорее тут тоже человека может проходить, потому что еще дьявол выходит, который может говорить о каких-то зависимых отношениях. Но нелегко было выходить из этих отношений, потому что отношения здесь такие зависимые. Вы сами даже не понимали, может быть, почему вас это держит. В неком таком неведении, как ежик в тумане ходила. Даже, может быть, и не было за что держаться, но вот что-то держало, да, внутренне. Здесь проигрывается у большинства, проиграется измены, предательство, какие-то обманы, интриги за спиной. Вы, знаете, вот все как сожгли к черту, да, пошло на все. И ушли. Здесь у кого-то могут проигрываться дети. Ушли, например, с детьми. Забрали детей и ушли. Или ушли, да, от каких-то, на самом деле, токсичных отношений. Поставили точку, хватит уже. Или, например, измена была раз. Второй раз, да, вы в чем-то опять-таки человека настигли. В конечном итоге вы здесь посмотрели на себя, пожалели себя, полюбили, может, даже себя. Человека вас такого показывает, который терпеть долго не будет. Но и в то же время такого человека нельзя выводить, да, на какие-то крайние эмоции. Вы такой человек, который вот подольете бензина и все подпалите, и не жалко будет. На чувствах кто-то играл, на эмоциях ваших играл. Также не только отношения, здесь и люди могли тоже давить на эмоции как-то. И вы, возможно, с людьми попрощались. Может здесь быть и одиночество ваше. Но, вы знаете, тут показывают такого человека, такую женщину, лучше ей быть одной, чем с каким-то дерьмом. Именно дерьмом, да, вот тут именно столько дерьма было в жизни. За что здесь держаться? Не за что, вот так вы считаете. Но все-таки вы вспоминаете о прошлом, но не в светлом ключе, не в положительных ключах, возможно, какие-то плохие воспоминания о прошлом. Здесь, кстати, у кого-то даже вот как была драка, да, или насилие в плане того, что вас ударяли, даже мужчина мог вас ударить. Вы такое не потерпите. Да, вы знаете отношения мужчины и женщины, что такого, да, не может быть. Нельзя мужчине поднимать на женщину руку, например, и вы сразу окончательно обрубаете. Но что есть правильно, да. Бывают терпят и живут, но вот вы нет. Пусть я пойду и под мост, да, но я не буду это терпеть. Знаете, в вашу жизнь здесь показывают четкое вторжение каких-то людей. Здесь, вот знаете, как будто на вас постоянно как-то пытались воздействовать. Причем, да, здесь магически воздействовать. Ходили к кому-то, заказывали что-то. Вот, да, тут какой-то как шабаш какой-то просто. Но тут могут быть разные люди. Да, вот, но люди вот именно держали какую-то внутреннюю такую злость. И в то же время эта злость была с некой, знаете, такой глупостью, потому что люди не ведали о том, что, да, за это можно поплатиться. Здесь, может быть, даже, да, как сказать, проявляли такой интерес, не интерес больше, а, да, влияние, когда вот
вплоть до смерти, да, например, да, чтобы вас не было на земле этой, да, вот именно такое было влияние, и, возможно, вы на себе это переносили что-то, тишь да гладь, да, в жизни, а откуда ни возьмись, что-то происходит таким образом, причем негативным, которое, откуда ни возьмись, правда, да, вот именно как нереально. И вот здесь как раз-таки было влияние, причем, знаете, тут так влияло как-то, какая-то есть периодичность, да, или люди с периодичностью влияли, или же вот здесь повлияли на вас, да, провели какой-то ритуал или обратились к кому-то, и прошло какое-то время, да, долгое время, и вот когда у вас, например, пробит канал энергетический, вот только тогда вас вот это настигало. Можете, наверное, вспомнить такие моменты из жизни, когда и так хреново, да, а тут еще вторая хреновость какая-то появляется откуда-то, да, откуда ни возьмись. То есть вот как нападки уже какие-то. И вот как раз-таки в тот момент, когда вы слабо, и так, да, все не получается, вот как раз-таки, да, там проходит вот этот вот пробит канал. И вот только тогда через этот канал, да, вот заходит именно вот эта негативная энергия, влияние. Но тут показывает, что действие не было, понимаете, сразу же действенным. Проходило какое-то время после их влияния, после их воздействия. Например, сделали ритуал сегодня, прошел год, и только тогда на вас начинает это влиять. Знаете, тут вам относительно даже сегодня есть момент, да, защититься, поставить защиту. По поводу чистки, сейчас я не веду чистки. В этом году однозначно их не будет. Вот на следующий год, скорее всего, мы этим опять займемся. Буду принимать именно диагностику, а после этого видеть, кому вообще стоит, кому нет. Но вот сейчас пока нет. Вы можете обратиться к другим мастерам, которые именно занимаются чисткой. Рекомендую чистку восковую. Это сильно. Я делаю восковую чистку. Рекомендую элементарно даже провести самостоятельно чистку, поставить защиту. Защиту вы можете повесить вот такую вот красную ниточку. Можете увидеть, тоже я на руки постоянно ношу, она уже истончается, и эта нить должна сама потеряться. Я об этом предупреждала. Также, прежде чем одеть данную нить, ее обязательно нужно заговорить. Вы можете перейти к нам на телеграм-канал. Внизу под видео можете увидеть ссылочку. И там в закрепленных увидеть именно ритуал «Отче наш». Вы читаете молитву «Отче наш» столько раз, сколько вам лет, в цикл убывающей луны. Кто не православный, вы читаете свою молитву столько же раз, сколько вам лет. Там тоже есть защита на красную эту нить. Тоже можете в закрепленных увидеть. Там не так много закрепленных материалов, поэтому вы 100% можете там это найти. Неважно, когда вы смотрите, конечно, это видео, вы уже смотрите то, что более актуально. Если касаемо сегодняшнего дня, сегодня у нас 11 с 16.11 по 30.11 ноября 2024 года, это цикл, когда вы можете себя почистить. Следующий уже цикл идет с 16 декабря по 29 декабря 2024 года. Можете перемотать обратно, да, и все записать. И я бы здесь рекомендовала, потому что здесь очень сильное влияние. Кому-то вы мешаете. Еще сегодня у нас такой расклад, о чем трепятся языки за вашей спиной. Но мы еще дальше посмотрим, что же. Так, смотрите, и здесь, да, показывают, что от вас скрыта какая-то тайна, да, то есть этого шабаша или этого влияния, что здесь влияние не то, чтобы несколько человек собрались, да, в комнате вместе ночью и давай делать. Здесь разные люди выходят. И здесь какая-то вот периодичность идет. У одного точно идет периодичность, кто-то делает это периодически, да, а кто-то это сделал, но влияние, да, достает. Тут вы можете чувствовать, да, например, вы просыпаетесь в поту среди ночи, там, от 3 до 5 утра. Открыла глаза, непонятно почему. Вот здесь вот как раз-таки, да, вы можете почувствовать влияние. Также могут во сне приходить враги очень часто. Особенно это происходит после ритуала чистки. И именно во сне вы можете увидеть врага. Также враг может посетить вас, да, застучавший вам в дверь, например. Или позвонить, откуда ни возьмись. Вот тогда, да, можете понять тоже после чистки. Но сейчас, да, вот именно здесь скрывают тайну. То есть люди, возможно, могут носить маску. Естественно, да, об этом кто будет говорить, что вот я на тебя делала там, да, порчу. Нет, конечно. Вот тут именно тщательно это скрывается. Причем здесь кто-то мастерит это, да, или кому-то обращается, или на самом деле является сам мастером.
умеет, или проделанное было не только на вас, да, то есть здесь уже практика огромная за спиной, поэтому, да, человек это умеет делать и периодически к этому обращается, да, обращение к темным силам здесь 100%. Здесь не по белому работают. По белому работать порчи не посылают. Далее, здесь показывают вас, вот вы что-то делаете и приостановка. Да, вроде как должно все получаться, но не получается. Вы не понимаете почему. А вот здесь именно можете подумать, да, здесь какие-то именно действия ваши, например, даже элементарно, ну дорога какая-то, да, ну поеду там, куплю билет, что в этом элементарно. Раз и дорога не получается. Да, перед дорогой, например, там, не знаю, споткнулась, упала и ногу сломала. И не получилось дороги. Вот какие-то такие именно действия, да, могут происходить, которые в чем-то вас останавливают. Или это может быть даже вы делаете какой-то проект, работу, да, вроде как должны клиенты идти, но нет. Да, вот нету почему-то. Вроде у меня и низкие цены, вроде у меня и качественные, и все, да, вот все тоже можете думать, но нет. Почему? Вот здесь опять-таки это влияние. Здесь, да, нужна именно чистка ваша и защита. Так, далее. Тут и мужчина в замесе есть. У кого-то проиграется именно из коллектива. Или какая-то группа людей. Вот вы где-то находитесь, может быть, в составе какой-то группы людей. И вот здесь есть влияние от мужчины. Да, здесь мужчины тоже умеют этим пользоваться, причем очень хорошо. Да, не только женщины бывают ведьмы. Вот здесь именно показывают его влияние. Но здесь его влияние идет таким образом, это может быть из коллектива, да, влияние таким образом, что не он сам влияет, а он куда-то ходит и платит, да, к мастеру, например, обращается, платит ему за это деньги. То есть не просто так, и влияние есть. Очень такой активный мужичок, деньги очень сильно любит, знаете, бесплатно все в жизни не дает. Считает, что должны люди заслужить, прежде чем, чтобы он мог кому-то помочь или дать. То есть каким-то откупом, вот такой вот тип, жадный до материального или материалист тип. Здесь показывают, знаете, вас вот именно женщину, которая сама себя защищает, сама себя кормит, помогает, вытягивает себя из чего-то. Женщина, которая сделала себя сама. Знаете, тут очень много зависит еще в ваш адрес идет именно о вашем статусе, как вы выглядите, да, или даже здесь может быть какое-то ваше мастерство, ваша сила в чем-то есть. Сила даже, это может быть именно профессионализм в вашей, например, работе. Будет такая классная, вы так умеете, да, и вас хочется с этого места отдунуть, именно сдуть, прогнать, да, чтобы вы там не были, потому что вы выступаете, вот кто-то, да, есть скорее, кто имеет, вы для кого-то конкуренция, или вы одинакового уровня, но человек знает ваш уровень мастерства в чем-то, да, и вы, и он в чем-то одинаковое, но человек не хочет около себя видеть конкурентность. Поэтому вы являетесь у кого-то именно здесь, да, вот как кость в горле. Но в то же время вас человека такого показывают, который доверяет. Вы много, кстати, людям доверяете. Даже иногда вы, бывает, верите совершенно не тем, как девочка, наивно. Да, и люди что-то забирают, да, или пользуются вашим каким-то, может, и ресурсом, вашими финансами или, да, вашей какой-то помощью скорее. Также здесь показывают, что вы, да, вот та женщина, которая в одиночку можете, да, делать дела большие. Вам не нужен партнер в делах. Вы можете сама. Вы можете быть хорошей управляющей или вы уже в чем-то управляете. Но вот есть какая-то конкурентность в чем-то с кем-то. Вас показывают здесь, да, человека, который, возможно, кому-то помогал, а вам потом, да, то есть ни за что. И хочется спросить, за что? Я им помогала, а они мне еще и гадости сделали, или обозвали меня, или унизили, не знаю. Вот какие-то такие отрицательные характеристики от людей идут. Разбивали сердце или, да, относились несправедливо.
Ну, вот такие вот какие-то болезненные люди именно в чем-то, да, если бы не было таких, скорее всего, здесь, да, вот чтобы вы сильнее стали. И вы стали, вы или добились, да, какого-то статуса благодаря вот таким вот людям, которые пытались втыкать вам палки в колеса, штыки в спину и так далее. Но вы обожглись об этих людей, здесь показывают. Может быть, вы пожалели об этом, но все же, да, вы тот человек, который долго не держите обиды, не злопамятная. Да, они есть в памяти как бы вашей, но вы не будете, да, пытаться как-то мстить, вы плюнете и пойдете дальше. И оставляйте здесь показывать в жизни людей какой-то след. Это будь даже дружеские отношения. Вы когда, если вы разъехались или как-то с человеком разошлись, человек долго о вас думает. Да, здесь не показывают вас именно какого-то отрицательного героя. Здесь, наоборот, вас показывают милосердным человеком, человек, который может пойти на уступки, да, с вами можно договориться, с вами можно иметь дело. Вот, да, вы идете навстречу человеку, такой добропорядочный человек, внутренне очень сильна. Причем вот эта ваша внутренняя сила идет с детства, да, здесь вот как или сложное детство было, или в детстве было что-то сложно давалось вам. И вот благодаря вот этим сложно давалось, вы стали именно на сегодняшний день такая сильная. Так, давайте смотреть дальше. Кстати, здесь показывают, какие-то вот потери были недавно. Или кого-то, или что-то вы потеряли. Может, да, вы даже переживаете или плачете об этих потерях. Это могут быть и люди, это может быть и что-то даже материальное. Итак, если с вами проигрывают, давайте смотреть дальше. О чем трепятся языки за вашей спиной. То, что вы красавица, что вы знаете себе цену. Может быть, могут считать вас, что вы зазнатая такая, зазнались, да, но задрали кверху. Или вы мастер в каком-то деле, да, и вы об этом знаете, и вы гордитесь, хвалите себя, в зеркало себя не насмотритесь. Внешность ваша, да, очень такая, или одежки на вас, вот, может, аксессуары какие-то, или что-то вы приобретаете, да, вот имеет место быть здесь зависти. Не то, чтобы я хочу, как у нее платье. Здесь идет такое, что чтобы не было у вас этого платья, да, такая зависть, да, острая зависть. Люди, знаете, иногда некоторые поступают как дети. Вот они видят, у вас что-то есть, и они даже, знаете, вот как, я не буду с ней дружить. Или она мне неприятна. Потому что у вас что-то есть. Пусть это ваша красивая внешность, яркая внешность, да, или вы привлекаете мужчин. Вот все, я с ней дружить не буду, да, вот, или я, как сказать, буду держаться с ней на расстоянии, или я не буду ее подпускать к своему дому, да, вот тут в чем-то есть даже какие-то комплексы. Также здесь может и мужчина, да, чувствовать, например, что вы лучше выглядите, нежели он. Да, вот как мы не пара. И мне даже иногда, да, вот он может считать, что ему боязно идти, да, с такой королевой, с такой красавицей, с такой женщиной. Кто-то на вас очень сильно обижен, да, вот кто говорит о вас, и, возможно, об этом идут тоже разговоры, о какой-то обиде, что-то не могут забыть, да, в чем-то обиженным. Обида, например, здесь может даже быть в том, что к вам обращаются или вам говорят, вы не слушаете. Также здесь обида, да, вот как такая, что вы смотрите на другое, но не на них. Такая мамская. Мне не хватает мамы, да, и вот она обращает внимание на других, а на меня нет. Кого-то вы не заценили, да, и человек обижен. Или человек, может быть, похвастался своим каким-то достижением перед вами, а вы этого не заценили. Но тут идут об этом разговоры, да, что вы не слушаете, когда вам говорят. Также здесь показывают вас именно конкуренцией, что вы представляете
сильную конкуренцию. Особенно здесь могут и женщины даже злиться. И обсуждать как-то вашу внешность. Это может быть скорее в коллективе. Здесь обсуждается внешность, и причем, знаете, с таким неким даже ухмылки, или вот хихи-ха-ха, да, подсмеяться. Например, как седло на кобыле там или на ком, на корове, да, вот что-то вот, да, вот как-то, хотя бы она не слышит, но вот хочется, да, им что-то пакостное сказать, дабы улучшить свое внутреннее какое-то состояние. Что вот мы кого-то, да, обосрали, а вот, да, все, теперь как этот, воздуха получили, лучше стало им дышаться. Вот какое-то такое... Кто-то себя даже здесь, вот, знаете, не может сдерживать, да, может быть, хочет даже, да, вот какие-то вот такие именно действия тут идут детские, незрелого характера такого, незрелого человека. Да, вот покорябать, вот машину вы купили, а покорябать так ее хочется. Или чтобы она дверь сломала, да, ну вот у людей какая-то вот такая пакостная... Разговоры идут о том, что вы, да, такая в себе все держите, не рассказываете ни о чем, прячете что-то. И, да, как бы, или такая, что вы задираете нос кверху и вот сидите в гордом каком-то одиночестве. В то же время, да, здесь показывают обсуждение вашей личной жизни, семья, дети, вот, да, как она там поживает. Кто-то активно очень об этом говорит. Опять-таки это коллектив выходит. И, скорее всего, тот человек, которому вы помогали. Вот я и говорила, да, еще в начале, когда мы смотрели сейчас расклад, говорю, вот вы кому-то делали добро, а вам люди жопой поворачивались, да, или делали пакости еще к тому же. Вот тут прям это, кому вы помогали. Покупки или, может быть, приобретения какие-то ваши в жизни. Вот что о чем-то таком говорят. Но здесь больше касается тоже вашей внешности. Также здесь это и личная жизнь может обсуждаться. Мужчины или вот, да, она нравится мужчинам. Но тут злость такая прям. Даже это, я бы сказала, зависть. Вы не общаетесь с этими людьми? Или вы держите какую-то оборону, отворачиваетесь от людей? Или вот, да, после работы сразу домой, никаких там сидеть, лясами тащить, вот что-то такого. Вы думаете о себе в первую очередь, да? Люди могут считать вас какой-то эгоистичной особой, которая задрала нос, у которой, да, там несколько ухажеров, или, да, какой-то есть, может быть, и важный спонсор, да, который вас там кормит, одевает. И вот, знаете, тут как у людей такой вот вы лакомый кусочек для обсуждений. Здесь мимо вас не пройдешь, да? Или вы пройдете, вас обязательно кто-то осудит, заценит, но заценит именно не в положительном ключе, да, с какой-то вот долей зависти, потому что вы имеете что-то, это у вас в ресурсе есть, а у человека этого нету, да, то есть на отдалении вы находитесь, на расстоянии с людьми. Может, это прошлый быть коллектив, потому что здесь показывают дистанцию, да, или вы сейчас не там. Может, вы сейчас дома, да, но все же это может и прошлая быть работа. Да, что вы самовлюбленная, что вы любите только себя. И знаете, многие даже думают, ну так, это по приколу, да, думать могут, что вы даже дома ходите, наверное, в короне. Тут вот кто-то почувствовал на себе такое, да, вот вы как-то сказали, как сказали, но человек именно подумал, что вы такая брезгливая к людям, или, да, мой коллектив это собачки, а я же, да, вот, знаю, египетская кошечка, вот как белая ворона, вот так вот люди могут думать о вас, да, вот как-то вы себя выделяете, но здесь больше выделяется просто ваша внешность. Да, симпатичная внешность или привлекательная даже. У вас очень, они говорят,
такие задрот нос кверху, в общем. Да, вы людей не считаете за людей, например, или бедное общество, это вы можете, да, вот как они думают, что бедное общество это не люди, да, а я же аристократка, вот как-то в таком духе. То есть, что вы имеете себе такое о себе высокого мнения, вот так вот. Вон сколько злости из-за этого. А вы, может быть, так и разговариваете, да, или, ну, то есть здесь я не вижу, что вы там стоите с каким-то этим задротым носом, сидите на троне, одевший корону. Вы просто себя любите, вы уважаете себя. Но в то же время, да, вы тот человек, который, знаете, умеет защищать свои границы, но вы границы защищаете не скандалами, вы просто, как сказать, от этих людей уходите. Вам не интересны, знаете, чужие проблемы, сплетни всякие. Да, тут показана женщина, которая думает о своем саморазвитии, да, о своем будущем, о своих каких-то победах, там, триумфах, да, или там наращивании чего-то, капитала, там, и так далее. То есть о своем бытие. Но, да, вам не интересны вот эти пустые сплетни, поэтому вы уходите от таких людей. Но вы людям очень интересны. А знаете, вот заметьте, простые люди, которые, да, скорее всего, за вашим плечом есть достижения, потому что такое здесь отношение идет. Будь вы никакой, поверьте, вы не будете интересны, вас никто не будет обсуждать. Да, всегда обсуждают именно людей, у которых есть достижения, или которые лучше, чем те. Так что поймите одно, что вы лучшая, да, из тех. Скрытная очень говорят о том, что вы там скрываете ухажера своего или ухажеров, вот любовную тему скрываете, об этом не рассказываете. Также могут считать вас кто-то глупой, что она глупа, да, она только вот цацки на себя одела, а в голове ничего нет. Но сразу скажу, это из-за зависти какой-то вашей внешности. Вы можете, может быть, да, выглядеть, одеваться, может быть, как-то, да, так, как сказать, именно женственно, давайте назовем. Но женщины, именно здесь показывает круг женщин, воспринимают вас, да, или легкого поведения, или глупой. Люди здесь встречают по одежке, но они не будут провожать по уму. Это где-то глубоко на подсознании может быть и то, да, имея зависть. Вас показывали императрицей, да, женщина-красавица, женщина это умная, да, зачастую это образованные женщины, женщина всех стихий. Женщина, да, у которой вот она прям, у нее не один конь, да, которым она управляет, а все 4. Огонь, вода, земля, воздух. Вот какая это глупая женщина? Это не глупая женщина, это мудрая женщина, та, которая еще научит. И здесь вот проскальзывает именно какая-то доля зависти в ваш адрес. Все-то вы умеете и успеваете. Но это с таким подколом, да, нет бы наоборот похвалить, какая она молодец, и выглядит хорошо, и зарабатывает, и то-то имеет. Да, нет, здесь лучше говорить плохо или подколоть как-то. Вот. Знаете, здесь кто-то, причем в компании или коллективе, да, есть такой сторонник своего мнения, но он это мнение не высказывает, да, скорее, может быть, находясь в том коллективе, да, человек может как-то поддакивать, но иметь свое личное мнение, не высказывая его, не споря. Он имеет свое мнение, но он также, да, и делает выводы о тех, которые ему это говорят. Да? Человеку может быть интересно послушать сплетни разные. Интересно, просто интересно. И, знаете, тут у него наоборот, мнение о вас совершенно другое. Что вы, да, вот, чтобы что-то, вот это вот, что вы имеете, этот самый ресурс, вы это заработали. А что? Она трудилась.
Она работала, она училась, она добивалась, она к этому шла, да, она, то есть это получила честно. То есть в чем-то здесь есть такая сторонность и на вашей стороне, но в то же время, да, человек находится, да, где-то в том коллективе и все это слушает. Да, здесь определенный человек делает выводы какие-то о тех людях, о том, что его окружает, но не хочет терять человек какой-то свой статус. Да, в то же время человек сам о себе очень мало рассказывает и скорее вообще не рассказывает о своей личной жизни. Потому что личная жизнь у этого человека или пуста, или человек одинок. Да? Он сам прошел через что-то сложное, в чем он видел вас в этом сложном. И человек понимает, какой вы человек. Тут скорее человек, который к вам даже не то что хорошо с душой, там, да, он просто умеет анализировать ситуацию по правде. А не так, да, когда люди видят правду, но их колбасит эта правда, да, и они начинают еще больше, там, например, сидеть, еще, да, подстегивать, подкалывать и так далее. Здесь могут в семье родственники вас обсуждать. Не то, что даже обсуждать, говорить за вами, что вы... Ну, тут обратная сторона медали, что благодаря вашей мудрости вы имеете что-то. Да, но в то же время в чем-то вас даже жалеют. Скорее, да, в чем-то даже есть такое вот тоже на вашей стороне. Кто-то из родственников или кто-то очень часто о вас думает, вспоминает, причем очень часто произносит вас вслух. Может быть, о чем-то говорит о вас, какие-то ситуации вспоминает, и ваше имя произносится. Старый человек или пожилой человек. Человек, возможно, стихии земля, может быть, да, или человек такого крупного телосложения, такой широкий человек, полный тоже может быть человек. Также здесь, знаете, тут вот как человек вам в чем-то или помогал, или вытаскивал вас из чего-то. Да, были какие-то связанные между вами ситуации с этим родственником. И человек считает, да, что, может, молился даже за вас. Вот так вот было. Человек считает, что вы заслуживаете большего, нежели то, что вы имеете сейчас. Человек также посвящен, возможно, в какие-то ваши отношения, да, с кем вы жили, с кем вы были, или знает об этих отношениях, да, кто ваш муж и так далее. Вот. Скорее, может, это какой-то близкий родственник, испытывает к вам такие чувства любви, да, вот именно семейной любви вот этой вот. Любит вас. Да, человек однозначно здесь молится. Когда он молится за весь ваш вообще род, за свой род, да, вот за вот это вот, за род. И часто, возможно, обращается или часто посещает церковь. Активный человек. Человек, которому в чем-то в жизни очень сильно подфартило. О чем трепятся языки еще за вашей спиной. Лгут много о вашей внешности, лгут. У вас пышные, например, губы, да, человек может говорить, что вы их кололи. Или, да, вы молодо выглядите, кто-то может говорить, что она ботокс себе делала. Да, или у вас длинные волосы, свои натуральные, хорошие, качественные волосы. Кто-то может говорить, что она их наращивает. Вот какая-то ложь о вашей внешности здесь идет. Ложь именно. В то же время человек, который вас обсуждает, какой-то трус, да. Это может быть или мужчина, или женщина, пока здесь непонятно, но вот именно, скорее даже будет женщина, да, проходить. Здесь именно есть и зависть, скорее это женщина. Она с вами не общается, но в то же время очень ярко обсуждает вашу внешность. Притом она вас боится. И знаете, вот она лжет в неведании, да, о чем она лжет, о чем она говорит. То есть она не знает правды, но может сказать, что вы сейчас замужем за каким-то, например, алкоголиком. Да, хотя вы вообще, наверное, и не замужем, например. Или же вы живете, да, у вас все хорошо. Или, да, может сказать, там, например, что муж вас бьет. Или наоборот, да, там вообще у вас нету мужа, а вы там... То есть вообще о жизни вашей не зная, человек говорит. Вы не общаетесь с этим человеком, или вы понимаете, о ком идет дело, и вы как закрыли дорогу, путь или информацию о себе к этому человеку. То есть человек не знает о вас информации на сегодняшний день, как вы там поживаете. Далее. Говорят, кто-то о вас говорит, кто вас очень сильно любит, что вы очень работящие. Скорее, это мужчина.
Нет, это не мужчина, это женщина. Женщина очень работящая. Также здесь говорят о том, что вы очень такой справедливый человек, что вы этой женщине, знаете, в чем-то помогли, протянули руку помощи, и причем не раз, да, советом каким-то, и ваши советы именно оказались дельные для нее. Да, она вас слушает, она может даже быть старше вас, но она вас слушает, открыв рот, или слушает ваши какие-то советы, да, использует эти советы. Вы ее в чем-то выручали, возможно, вы ей что-то, может, дарили, да, даже, или, ну, вы у нее в почете, она вас почитает, она вас вот в чем-то даже идеализирует, может быть, даже с кем-то говорит, да, и она говорит, а посмотри у Наташки вот как вот, да, и вот как вас в некий такой пример ставят, или вот, а вот Наташка, или там, не знаю, Лена, там Елена, или, ну вот она ваше имя произносит, ставя вас в какой-то пример. Тут человек как восхваляет, ставит на пьедестал, как это еще объяснить, да, именно вас хвалят. Она за вас очень сильно даже переживает о ваших личных каких-то отношениях. Мне здесь карты показывают, что вы еще вот вы меняетесь, вы всю жизнь меняетесь, и вы еще изменитесь, да, и не раз будете меняться. Здесь какие-то такие ситуации идут, когда вы будете иметь какой-то вот, или кто-то на самом деле почистится здесь. Вот сейчас, да, плохо, все не получается, или кто-то палки в колеса вставляет. Эти люди отойдут. Здесь, наверное, кто-то, да, почистит себя, кто-то почистится, или у кого-то сработает чистка. Здесь далее показывают, идут перемены после данной чистки. Все будет по-другому. И вот этот круг, вы этих людей уже как видеть не будете в своем кругу. Знаете, эти люди вот сразу же, да, тут смерть выходит. В первую очередь, скорее, люди пришли-то не просто так тоже кусаться. Или вот такие пакостные крысы, да. Люди-то пришли, наоборот, скорее даже для улучшения вашего, я бы сказала, вашего качества жизни, ваших даже, может быть, личных качеств. Потому что здесь сразу, я вижу, открывается путь. Да, появляется какая-то целостность такая. Даже здесь некая не просто целостность. Здесь вот сразу же, да, вы переходите на другой уровень, бросаете то, начинаете другое. Или вы бросаете эту работу с этими крысами, да, этот тонущий корабль, и идете во что-то новое. Причем перемены идут к положительному, в хорошем смысле, очень положительному. Вы испытаете какие-то эмоции. Здесь кто-то даже будет сам себя нахваливать. Не в отрицательном плане, да, там, корону одевать. Вы, знаете, порадуетесь каким-то своим достижениям. Причем достижения будут очень такие весомые. Ваши достижения. Но здесь круг отходит от вас. Тот да, круг, который именно вводил вас в заблуждение или же пытался... Тут могло быть заблуждение. Или те люди, о которых вы так не думали, да, оказались сволочами. Вот этого не будет, этих людей. Знаете, здесь скорее, да, ритуал чистки как-то на самом деле будет работать. Потому что здесь карта смерть выходит. И карта мир. И туз пентаклей. То есть здесь такое, как на до и после делится. Да, здесь какие-то такие приятные эмоции. Вы будете пользоваться ритуалом, да, каким-то, или чистка, опять-таки, скорее всего, да, может даже вы никому, а может быть вы и к мастеру, может быть, да, обратитесь, а может быть, да, и сами проведете ритуал. Хотя если вы проведете сами так и так ритуал, у вас это получится очиститься от каких-то вот тварей, швалей, таких вот гаденышей. Знаете, сразу здесь, вот, да, скорее, может быть, защиту тоже, да, вы поставите. Потому что
Во-первых, круг выходит скорее, да. Но не обязательно это нить, это может быть любая защита. Это даже может быть и талисман защиты, это может быть зеркало вы начнете носить в кармане, да, и черный агат, кто знает. Но вот, вот здесь вот сразу же показываю, да, как будто бы канал открывается. Если канал открывается, значит эти дыры залатаются именно в вашей вот этой вот ауре, да, которые были пробиты. Я говорю, попробуйте, на самом деле, вот сейчас будет наиближайшее время, это 16 ноября по 30 ноября, попробуйте провести самостоятельно чистку. Ну да, круг отпадает. Очень сильное влияние будет. То есть, скорее всего, да, это будет даже чистка через «Отче наш». Она вам поможет. Или через вашу молитву. Да, я и повторяю, кто не православный, вы можете читать свою молитву столько раз, сколько вам лет. Вот сделайте четко ритуал, как там все, вот я написала, да, по «Отче наш». Сейчас еще дотянем карты. Ну, бумеранг летит обратно кому-то. По правосудию все будет как надо. Тут по делам да воздастся. По мзде получают. Сразу же это показано. Да, быстро, моментально. Вот у вас работает моментально. Да? То есть у вас работает, скорее, все это моментом. Не так, когда человек влиял, это проходило долгое время, да, и на вас начинало все это наваливаться. Здесь будет это мгновенно работать. Может быть, да, вы почувствуете уже через неделю какое-то облегчение, да, и почувствуете какие-то заметные, именно почувствуете, что происходит все, да, именно складывается у вас. Получается, например. Да, здесь идет просто не просто бумеранг. Здесь вернется все. Знаете, я вам сразу скажу, зеркалку, да, именно зеркальную магию здесь ставить не нужно. Да, вы можете элементарно после данного ритуала, да, поставить защиту. И с собой носите маленькое зеркальце. Купите зеркальце без сдачи. А если уже у вас есть такое зеркальце, носите его всегда у себя. Да, вот в кармане, лучше при теле, да, чтобы находилось в кармане, в пиджачке, там в кармане, например, той стороной именно зеркальной, туда, во внешнее. Не к вашему телу, да, не на ваше, чтобы тело это зеркало смотрело, а во внешнее. То есть на окружение, да, вот так вот. Никому это зеркальце показывать нельзя. Здесь идет обратка. Вот это и будет зеркальным, понимаете? Все, что вы, да, враги мои, думаете, все, что вы замышляете против меня, возвращается к вам. Не нужно об этом говорить. Это говорю о том, что, да, как будет это все влиять. Здесь летит страшный бумеранг. Здесь идет такое справедливое наказание по суду Божьему. Да, здесь было воздеяно что-то, что именно касалось черных сил. Да, здесь будет возвращаться страшно. Может, скорее, да, после чистки всегда, зачастую, да, узнают, что-то происходит у врага. Это тоже. Да, или сон приснился, враг вам пришел во сне. Такое может быть, или он в дверь постучался, или вы можете что-то узнать. Скорее даже можете узнать через какую-то женщину тоже информацию, что что-то с кем-то случилось. Причем эта женщина тоже не столь добра. Такая негативная женщина, или любит такая острый на язык, может подкалывать, или, знаете, такая никого не любит. Вот какая-то вот такая женщина с амбициями, любит себя, эгоисткой, может быть. Но да, здесь сразу канал открывается. Это вам, кстати, уже давно надо было сделать, а не мучиться, потому что вы ходили в каком-то вот на самом деле кругу. Да, выходила карта мира, по кругу ходили. Вот смотрите, карта дьявол, как будто вы вымаялись. А здесь не маялись. Это, помните, этот ежик в тумане? Вот вы ходили в таком состоянии. Много чего не видели. Скорее начнет что-то вскрываться.
мужчина какой-то к вам объявится, мудрый человек, но тоже с амбициями, да, себя он любит, но в то же время, да, помочь вам в чем-то. Или в нужный час придет, когда вам нужна будет помощь, и человек вам в чем-то поможет, протянет руку помощи. Вы получите для себя что-то, такую ощутимую помощь. Вот так я это назову. Здесь, кстати, для себя получите, да, какие-то радости, какие-то плюшки. Причем, знаете, тут одно что-то у вас получится, потом новость приятную получили. Знаете, вот тут жизнь как меняется на самом деле после ритуала, возможно, да, на до и после. Здесь может быть даже какое-то такое облегчение. Вы можете почувствовать, как груз с плеч упал. Вот проделав практику, пройдет пусть месяц-два, да, вы можете потом уже написать вообще где-нибудь под любым видео комментарий, да, как у вас это сработала, данная практика. Вот именно те, да, кто смотрит сегодняшний расклад и с кем резонирует портрет, резонирует расклад. Можете посмотреть, как сработало. Стало ли вам легче? Да, все начинает сразу получаться. Легко вы с кем-то договариваетесь. Никаких нету вот торможений в чем-то. Да, вы заказали, посылка быстро пришла. А не то, что там с посылкой что-то случилось, она задержалась, например. Да, вот, ну, такого вот характера. Что-то начинает, да, когда кто-то вмешивается, начинает вот что-то затрудняться. Но не обязательно. Все зависит и от общего самочувствия, состояния. Если, да, например, вам плохо, да, внутри, или болезни постоянно, или еще что-то, плюс еще случаются такие ситуации, скорее всего, здесь есть чье-то влияние. Если, да, все хорошо и гладко, но где-то вот что-то стопорится, или дорога стопорится, это не обязательно, что самолет отменили, что это плохо, это может быть наоборот во благо. Да, так-то все в порядке, а вот остановилась просто дорога, не могу я улететь, значит, вам нужно пока остаться здесь, а никуда не лететь, например. Да, все-таки индивидуально каждому. Откроем колоду «Золотой ключ», сделаем 3 позиции, выберите одну позицию из 3, и мы посмотрим, что хотят сказать вам карты. Кто выбрал первую позицию? Перед вами откроется новая возможность или шанс. Вселенная вам даст знаки. Вам очень завидуют. Исполнение желания. Кто загадал вторую позицию? Наступает пора для вашей трансформации. Прошлое останется позади, вы идете в новое. Вас ожидает приятный сюрприз, подарок. С вами ангелы-хранители. Кто загадал третью позицию? Ангелы вас слышат, попросите их, и они вам помогут. Возврат человека из прошлого. Вселенная вам даст знаки. Ваш враг получит по заслугам. Откроем колоду палитра аффирмаций. Одну или несколько аффирмаций для активации вы можете прописать в комментариях под видео или на листе бумаги от руки. Высшие силы поддерживают меня. Я магнит для изобилия и роскоши. Я всегда в безопасности, Бог хранит меня. Все, что со мной происходит, благоприятно влияет на меня. Мне всегда сопутствует удача. Мое сознание проясняется. Можете поставить на паузу и сделать скриншот. Уважаемые зрители, в нашем сообществе Ведескара на Бусти сейчас активно 2 раздела. Первый раздел – это видеорасклады, длинные видеорасклады с месячной подпиской 333 рубля. Те же самые, что выходят на YouTube. Второй раздел – это заговоры, ритуалы, исцеляющая музыка, книги и прочее. Месячная оплата 444 рубля. Это 2 разных раздела, поэтому вы можете подписаться на любой, на первый или второй, или можете на оба 2, как вы пожелаете. Ссылки находятся внизу под видео или на экране. Вы видите 2 QR-кода, по которым вы тоже можете перейти. И хочу отдельно каждого из вас поблагодарить за ваши донаты, за спонсорство нашего комьюнити Ведескара. Огромное вам спасибо за такой энергообмен между мной и вами, чтобы у вас в миллионы раз приумножилось. Также огромное вам спасибо за ваши теплые комментарии, за пожелания лично мне и нашему каналу. И желаю вам, чтобы ваши мечты и ваши надежды обязательно в скором осуществились. Главное, никогда ни перед чем не падайте духом, будьте сильны. Держу за вас пальчики и во благо всем вам. Всех вас очень люблю, крепко обнимаю и спасибо вам, что вы у меня есть. И до новых видео на нашем канале. С вами была ваша Ведескара.